Всем привет, дорогие друзья! Многие начинающие кардисты задаются вопросом, какие карточные флориши лучше всего подойдут для новичков. Ну, чтобы эффектно и красиво смотрелось, но не так сложно было исполнять. В данном видео мы как раз таки обучимся такому флоришу, но если вы хотите больше флоришей для новичков, то переходите по ссылочке в описании и смотрите. Или вот сюда в подсказочку. А мы начинаем. Итак, ребята, как говорится, все гениальное просто, поэтому берем колоду и отламываем стопочку. И берем либо в левую, либо в правую руку, как вам будет удобней. Получается, большой палец у вас сверху, мизинец снизу, вот так, а безымянный средний указательный на правой грани, вот тут. Получается такое положение. Вот на правой руке, вот так. Взяли пачку и теперь отламываем указательным пальцем вот эту нижнюю стопочку. Вот так просто. Взяли и отломали. Теперь вот эти безымянный и средний кладем на низ и давим ими вверх. Так, чтобы эта пачечка, она вот так приподнялась. Еще раз. Вот. То есть благодаря вот этим пальцам. На правой руке. Открыли. Надавили вверх, и теперь, видите, эта пачечка уже готова, чтобы вот вылететь прям. И сделайте вот такое движение рукой вверх, и еще подкрутите ее вот так указательным пальцем, вот так. Не торопитесь, это такое тоже бывает, поэтому не торопитесь, просто открыли и вот так бросили. Если вы слишком сильно ее вот так закрутите, то карты просто разлетятся во все стороны. Поэтому вот так плавненько бросайте. На правой руке, вот, открыли и бросайте. Открыли, бросайте. Ничего сложного. Потом обязательно научитесь на второй руке, тогда вы сможете потом делать вот так это одновременно. Также есть второй вид броска, но не такой же, не с закрутом, а именно с переворачиванием вот этой пачки. Вот так. Как его сделать? Все тоже в начале то же самое. Открываем, только уже не прокручиваем ее вверх, а просто ее вот так рукой делаем движение вверх, чтобы вот эта пачечка коснулась об большой палец и начала переворачиваться. На словах это очень сложно объяснять, просто попробуйте так, чтобы она у вас... Просто ее вот так выкиньте вверх, она у вас касается большого пальца, и за счет этого просто переворачивается. Вот как это выглядит. Вот. Это можно делать так один раз, так и два раза, допустим. Вот так. И в конце просто ее ловите. Если вам понравилось это видео, то кликайте на лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на эту красную кнопку, чтобы она становилась серой, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить моих новых видео. Всем удачи, всем пока!